Vermintide 2 вышло новое событие — Feast of Grimnir. И знаете что? Это в первый раз за долгое время, когда я действительно решил заинтересоваться новым контентом. Да, действительно, именно решил заинтересоваться. Потому что предыдущие как-то я постоянно пропускал и не хотел об этом рассказывать, потому что ну а что такого? Но тут вдруг разработчики заявили, что это как бы довольно интересный уровень. Нас ждет финальный босс довольно интересный, и как будто бы тут эксперимент с уровнями в плане дизайна. Как будто бы стоило обсуждения. Feast of Grimnir — это новое событие, которое проходит с 26 августа по 14 сентября. В сюжетном плане нас отправляют в заброшенную дворфийскую крепость Карагдал, где появились желчные тролли под предводительством какого-то, знаете, некого вожака. Наша задача — это доказать доблесть и получить звание Дрэнкхарази, что на дворфийском означает «храбрый воин». Самое интересное в этом событии — это новая карта, которая впервые в истории Vermintide 2 имеет некую нелинейную структуру. С их слов. То есть здесь есть центральный хаб, от которого исходят разные пути. И этим они, собственно, пытаются сказать, что это нелинейность. И я бы сказал, что да, в какой-то степени это можно считать нелинейным прохождением, но это очень натянуто на глобус. То есть здесь вы приходите в центральный хаб, и вы не выбираете сразу, куда вы идете. Вы не сами решаете, какой путь вам будет проще пройти или в каком порядке вы будете проходить эти этапы. Здесь в любом случае соблюдается линейность этого уровня. Вы идете не туда, куда вы решили, а туда, куда вам нужно по уровню. И вот так вот вы из центрального хаба сначала идете в одну сторону, потом возвращаетесь в центральный хаб, идете в другую сторону, и только потом, соответственно, уже идете в ту конечную точку, то есть по факту это тот же самый путь А, Б, но просто с некоторыми вот этими вот замудренными вещами с хабом, и все. По геймплею это, в принципе, классический ивент с фокусом на троллей, увеличенным количеством спецврагов, вот этих вот скайвенов, то всякие ассасины, да и т.п. То есть в моменте, особенно на воителе, выше я не пробовал, действительно бывает довольно большое количество. Плюс здесь двойной опыт на время события, возможность заработать шиллинги за убийство этих троллей, и в принципе это все. В техническом плане пришел патч 6.7.0 с кучей фиксов, где улучшили поведение ботов, исправили баг с кью-спавном, хотя, честно говоря, я за время как раз таки игры это тоже заметил, что он вроде даже и остался. Это когда спавнятся враги, и они как бы стоят в размышлениях, то есть они ничего не делают. И я это все равно застал, поэтому, может быть, просто не до конца исправили, но и тем более, возможно, какой-то баг все-таки остался в том или ином формате. Плюс добавили поддержку множественных полос здоровья боссов. Да, здесь в один момент на вас вывалится несколько троллей, то есть это будет обычные желчные тролли именно, но их будет несколько по количеству. Это, честно сказать, очень интересный экспириенс, и я считаю, что в данном направлении они движутся действительно правильно. Это очень крутой новый ход, который действительно поможет сделать игру намного более динамичной, намного более интересной, если они будут развивать эту историю и дальше. Я бы на самом деле даже добавил эту историю даже в принципе в игру, но просто сделал ее рандомной, что может быть один босс, может два. Ну и да, есть карты, где в принципе необходимо, что всегда был один, но я думаю, это реализовать в целом можно. Разрабатывал уровень некий Микаэль Санвал. Не знаю, правильно ли я назвал его, но тем не менее. Это тот же человек, который делал практически все карты для Vermintide 2. По его словам, у них было 5 разных концепций, но выбрали они комбинацию дварфы, нургл, тролли. И, честно говоря, атмосфера получилась довольно интересный, уровень тоже интересный, хотя нелинейный здесь, конечно, под вопросом. И в целом вот эта вся история с большим количеством боссов и так далее, это тоже довольно интересное решение. Ну и финальный босс, конечно, тоже. Да, тут, конечно, есть некое разочарование. Об этом я как бы вам расскажу уже дальше. Там будет прям вот вырезка из моего геймплея в реальном времени. Ну, на самом деле, я ожидал, что последний босс как-то будет похлеще. Типа в целом интересно, прикольно, но как будто бы последний босс, он какой-то, ну, Да, типа большой огр, ну, тролль вернее. Да, вроде как сложноватый, типа он жирный в плане хп. Ну да, типа есть там прикол, что появляются эти чумные колдуны, вот эти вот Нургла, и как бы создают ему такое поле, в котором он неуязвим, но по факту их там всего два, ты их легко выносишь, и тем более если вы играете вчетвером, то есть все люди, то это в любом случае прям сильно просто выходит. Не знаю, как-то у меня смешное впечатление, то есть сама карта по себе вроде как интересна, заставляет как-то поносить с точки А в точку Б, хотя это немножко раздражает то, что приходит просто А, Б ходить туда-сюда. Из самого интересного для меня здесь это были вот эти моменты, когда мы начали спускаться за шестерней, и там как-то прям много этих ассасинов стало, как будто прикольно.
Именно этот момент. И то, что вот мы когда 6 они, по-моему, поставили, там вышли вот эти вот боссы, ну, вернее, боссы, 4 обычных тролля вышло. Вот 4 тролля прям нормально. Я думаю, если играть на сложности воителя и выше, я думаю, эта миссия, она раскроется немножко по-другому, потому что она будет сложнее из-за эти даже тролли банально. Вдвоем на ветеране, в принципе, окей. При условии, что мы очень хорошо играем. Но хотелось бы все-таки именно как-то, чтобы было как-то поинтереснее, посложнее, что ли. И чтобы как-то... Вот просто для меня пока самая эталонная миссия, которая была добавлена как-то отдельно в плане дополнительной карты, это вот карта финальной битвы с Сиеной. Там, в принципе, вот эта вот сюжетная линия, как мы идем за сестрой Сиены Некроманта, и за Софией, вроде как ее Софию зовут. Вот там прикольно, там и первая карта прикольная в целом. То есть ты тащишь вот этот вот сундучок, не знаешь до последнего, кто там оказывается, вот это вот. Наша София здесь местная. В итоге последняя финальная битва тоже прям классная. Здесь как-то... Не знаю, а тебе как? Я тебя не слышу, Свет. Последний босс скучноват. Да, вот я тоже говорю, что скучный босс. Я, конечно, сам виноват, я завысил сам, конечно, свои ожидания. Просто мне казалось, что, ну, тролли, они как бы не то, что сильно сложные, но как бы я такой, ну, в принципе, как будто бы чумной тролль, это должно быть что-то прям такое вот. А по факту это просто увеличенный в размерах, чуть-чуть там подправленный в плане текстуры и визуально тролль с увеличенным хп и все. Ну, то есть он также бульет вперед, он также бульет вроде как по себя, но я что-то это не заметил. Он использует такие же бои, то есть те же самые анимации один в один. Он также хилится, когда садится. Ну, типа, не знаю, ничего уникального это не преднесло, за исключением только того, что надо приносить бочки, хотя я так понял, в принципе, не обязательно, вы можете так ему всю эту капушку, которую восстанавливает, снести, и, в принципе, бочки это не таскать. Короче, ну, хз. Вообще очень спорный какой-то финальный босс, но сама по себе карта в стиле вот этих вот гномов и вот эти вот штуки с нагромождением спецврагов в виде ассасинов и остальных, в принципе, спецврагов, и нагромождение вот этих троллей простых. Одобряемо. Я, честно говоря, даже думал, что эта финальная битва с боссом, она будет сложнее по двум причинам. Я ожидал, что там помимо основного этого чумного тролля будут еще обычные тролли. Вот если бы они еще были, прям вообще была бы красота. То есть и сам тролль жирный, тяжелый, плюс ко всему его вот эти вот чумные маги, вот эти вот защитные поле ему создают, которых тебе надо еще убить, чтобы перед тем, как его убивать. Еще если бы простые тролли бы спускались, которые усложняли бы задачу, вообще была прелесть. А так это как-то... В целом, Fist of Grimnir — это интересный эксперимент, не революция, но шаг в правильном направлении. Опять-таки, на мой личный взгляд, я считаю, что вот эта вот история с несколькими боссами в один момент — это довольно интересная история, которую можно развивать и дальше. А нелинейность карт — это натянуто на глобус, опять-таки, но в принципе тоже заслуживает своего внимания, и можно действительно создавать подобные уровни, но как будто бы можно было постараться над нелинейностью, так называемой, получше. Понимаю, что сейчас, скорее всего, большая часть силы упрошена на Dark Tide, но тем не менее, хотелось бы, чтобы здесь это тоже развивалось вот в направлении таком хорошем. Все-таки пока такой довольно эталонной для себя карты, с точки зрения, наверное, на какое-то визуального исполнения и интереса, я считаю, это карты, где у нас была новая ветка истории Сиены, именно как некромант. Там и сюжет нам мне довольно нравится, и в целом по динамике, как мы движемся, что мы делаем, мне тоже нравится. Там, в принципе, ничего уникального нет, но при этом карта все равно интересная. А вы уже пробовали это новое событие? Как вам, в принципе, нелинейная вот эта вот структура в кавычках? Пишите в комментариях, поделитесь своими впечатлениями. Спасибо за просмотр и всем пока.